Здорово. Привет! Долетели. Хорошо долетели. Только положительное, но я надеюсь. Я очень сейчас волнуюсь, честно сказать. Я даже не могу ничего, даже думать не могу ни о чем другом. Но я не знаю, честно сказать, я надеюсь только на лучшее. Это все будет классно. Ну, то есть пока что с момента нашего прилета у нас исключительно положительные впечатления. Я думаю, что концерт нас не разочарует. Ну, Приятного. ничего Давай. приятного, да, в этом нет. Конечно же, это просто не сказать неприятно, это больно даже, потому что там мы очень ждали этих двух концертов в России, и когда половина, собственно, отменяется, это такой... Да, если учесть то, с какой частотой мы приезжаем в Россию выступать, то мы хотели как можно больше сделать концертов, хотя бы 2. Но мы тем более ничего не можем с этим Да, сделать. как я понимаю, там ситуация такая немножко... На уровне местных властей, да, я это что понимаю. наш концерт не заапрувили местные власти, а там концерты звезд российской эстрады, пожалуйста, налево и направо. О всем. О всем, что внутри и что окружает человека. И у нас были даже целый альбом посвящались, например, проблемам окружающей среды или же социальным проблемам. Антивоенные песни есть тоже. И, если говорить об последнем альбоме Wallflowers, то это сугубо психологический. Возникает спонтанно. Да, тексты. То есть этот альбом абсолютно посвящен только состоянию души моей. Да. Знаете, я такой человек, что мне без разницы, сюжетом клип или нет. Я знаю, что очень многие люди нас фачат за то, что мы не снимаем сюжетных клипов. Но и в этот раз мы говорим, хорошо, мы сделаем что-то, ублажим. Частично. Дело в том, что у нас просто не было таких клипов, и пришло время его сделать. Доросли. Да и тут не доросли. Тут просто дело в том, что, как Таня сказала, нам, лично нам, исходя из нашего вкуса, все равно, есть клипы сюжета или нет. И даже мне, я бы больше сказал, мне нравятся клипы без сюжета, не потому что это не кино. И поэтому, наверное, до этого мы как-то в эту сторону и не смотрели. Это не наше в целом. А по истечении уже более 10 лет истории группы, и после такого количества клипов, как мы сделали, ты так или иначе упираешься в то, что же делать следующее. И сейчас у нас появилась возможность, появился человек, который может реализовать такие проекты. Вот так к этому и пришли. А вам нравится, да, Да, с сюжетом? больше всё же сюжетом, если честно. Были много раз. Самое такое. Сразу же это, конечно, Сепультура. У нас есть много интересных историй, но это не для... Да. В общем, тусили мы с ними хорошо. Cradle of Filth целый тур. И тоже это... Да, Arch Enemy. да, Тоже прекрасный тур был. Ну, И знакомство тоже, мы сплотились, нашли, так сказать, себе хороших друзей. И не только друзей, я отдаю должное Arch Enemy. Этот тур первый с ними в 2017 году, он нас очень многому Научил нас очень многому, да. С точки зрения профессионализма, это образец, на который стоит равняться, они нас подтянули, можно сказать. Подожди, и еще одно было, конечно, в Польше на Mystic Festival к нам пришел поздороваться мистер Клоун из Slipknot. Да, с сыном пришли. Да, интересная беседа была, он к нам зашел, и уважение к человеку. После этого авторитет. я делала подкаст с ним.
Ну, конечно, респекты. А много можно сказать, Skindred. Skindred. Ну, Skindred, вот с ними тусоваться, это вот как их музыка, это прям веселье бесконечное. Пати, классно. И, ну, я сейчас кого-то не назову, а там на самом деле случаев и историй столько, что... Там была замечательная группа испанская, Crysis. Они играют такой трэш-хардкор, ну, не олдскульный, с брейкдаунами, но резвый. Блин, классно с ними было потусить вообще. The Ocean тоже, The Ocean Collective они теперь называются, по-моему. Прогрессивщики. Блин, замечательные ребята. Разве это не Resurrection был? Они и там Ocean, выступали. Да? Ну, Creator, ты подружилась с... Как его зовут? Басист? Evil Fredo. Evil Fredo. Он же Creator. басист Драк. Да, Мы ну, очень, мы прям не хотели друг друга отпускать, мы там в отеле просто все собрались. Elevating. но это на Resurrection было. Вот С видишь. Elevating мы там несколько концертов играли, и тоже ребята Resurrection. веселые. Точно. Вот это вообще все движуха европейская, олдскульного металла или фолка. Но на самом деле мы не так уж и много знаем российских групп, потому что мы... Точнее, мы с ними не выступали. Да, мы мало с кем общались, потому что мы здесь выступаем первый раз за 6 лет, а 6 лет назад мы были там совсем никому не нужной, неизвестной группой, и мы сюда приезжали в какие-то клубы на 100 человек играть, не считая Stars Factory. Из российских групп, с кем мы общались, мы знаем Аматори, ну, Даня Светлова, типа, вот с ним мы тусовались, он там с нами был на Вакине, и, блин, Ну и замечательно. Slaughter to Prevail. И Slaughter to Prevail, и все, да. Ну, в Провиденсе там тоже затусили, барабанщик Slaughter to Prevail, умер, Slaughter to Prevail. В общем, да. Больше мы никого не знаем. Конечно. Конечно. Ну, если у вас... Ну, я поддерживаю контакты с Лусине, например, Лу Геворкян. Из Лу Геворкян Луны. из Трактор Боулинг. Это да, это уже восход, если я молод. Лауна, нет? Нет? Окей. Ну, даже мы кое-каком там деле разговаривали с Дашей из Слот. Но если группа классная у вас, Инвертор, то я не знаю, я с ними боялся бы. Да. Мы слышим, вот Влад Я и такая Рома, старая. они закодировали группу настолько, что слушают. Я не то чтобы там возвращаюсь к ним, но, блин, я послушал альбом, очень жирная музыка. На самом деле они играют интересную музыку, которая навевает мне конкретные мысли и параллели. Это все сцена киевская, экстремальная и тяжелая. У нас есть группы, и были там Злам, Тол, их сейчас уже нет, или Мегамаз. И Инвертор играет в их направлении. Я думаю, что они в каком-то моменте вдохновились. Да, без проблем. Есть, ну это уже не сказать малоизвестная группа, Space of Variations. Они уже на Напалме. И ездили с нами в тур, сейчас опять поедут с нами в тур. Это более чем заслуживающая уважения и внимания группа. Есть львовская группа в более экстремальном стиле, 19-14, тоже напал. Но это такой Black and Death Metal. Да, вот. Есть тот же Мегамаз, незыблемый. Это отцы нашей сцены. Там множество коллективов. Я не могу. Уже больше 10 лет. И каждый год происходит их миллион. Вот представь, я не знаю, мой мозг пытается отключиться в такие моменты. Самое негативное вспомнить легко, потому что это недавно. Вся эта пандемия – это самое негативное, что было с нами на нашем музыкальном пути. И последующие отмены, переносы – это всегда очень неприятно. Вот. А что позитивного? Да, блин, весь этот путь был позитивный. Начиная с первых концертов для 40 человек, заканчивая концертом сегодня 1300 человек. Типа… Да, и нам большей плюшки, например, чем хороший концерт. Нам не нужно никаких там, например, привилегий.
нам пофиг. Вот если самый лучший подарочек, как говорится, это аудитория. Да. Даже я, человек, который со скрипом иду на сцену, потому что мне не хочется, я бы лучше лежала бы на кроватке, смотрела бы сериальчик. Но после хорошего концерта я прям перезаряжаюсь. Так, давай вспомним. Моя одна из нескольких групп, где я начала этим заниматься, это было мне, наверное, лет 16-17, где-то так. То есть сейчас мне 34. Математику сами там посчитайте. Вот столько лет я и занимаюсь. Музыкой я начала заниматься еще чуть-чуть раньше. Вот, но первый свой опыт экстрим-вокала, я считаю, когда мне было где-то... Я была младенцем. Пару дней вот. Ну, чуть-чуть больше, наверное. Вот. Мне мама рассказывает эту историю все время, что я так накричала, ну вот что-то у меня болело, знаешь. Я так кричала сильно, что у меня вылезла грыжа на животе. Значит, были задатки. Слава богу, сейчас ничего не вылезает, потому что уже больше 10 лет, 15, 17, я занимаюсь вот макаром. С 8 лет я начала петь потихонечку. Где-то в 14 лет у меня была группа своя школьная. И потом, спустя этого, у меня, я поменяла где-то 8 групп. Да. Было такое, что у меня было и 3 сразу. Да. Сейчас. Значит, люди знают об этом. В первую очередь, Сандра Насич, я надеюсь, что в России знают эту группу Guano Apes. Слышали хотя бы? Вот. Ну, послушайте. Она была моим вдохновением. Потом в 16 лет я услышала группу OTEP. Это одна из родоначальниц металла, такого нью-металла, женские вокалы с экстремальным. Вот пусть ваши слушатели займутся тем, что в корнях, в корнях покопаются, откуда это все пошло и да. Как это все заражено. Так, ну а потом Рэнди Блайт из Lamb of God. Вот. Так и произошло. Вот это вот тройка, наверное. Но опыт, он меня, конечно, Майкл Окерфельд, он меня вдохновляет чисто своим умением как композитор. Вот. Да. Конечно, у него очень низкий экстрим, гроул такой глубокий, такой красивый, красочный. Но вот эта тройка, это, да. Дело в том, что я такую скажу штуку, может она многим девушкам не понравится, но я не люблю группы с женским вокалом, ну вот с экстремальным женским вокалом. И я сюда попала в Ginger, просто потому что я на тот момент могла это сделать. Я была заменой парню, который улетел в Штаты, Максим, первый вокалист. Он улетел в Штаты, и все, и больше никого не нашлось на тот момент, чтобы выручить ребят из Ginger на грядущий, там у них какой-то концерт был локальный, и они меня попросили, потому что я это уже умел. И так и пошло. Ну, то есть я абсолютно, я не знаю, мне не лежит душа вот к экстремальному. Оно и сейчас у меня длится. Обучение не прекращается никогда. Бывает такое, и после большого перерыва я теряю все скиллы. И мне нужно учиться по-новому, вспоминать, что это довольно-таки депрессивно и стрессовые ситуации такие. Мне так не хочется.
Нет, на самом деле, но я подумала, вот, знаешь, раньше я относилась к этому довольно-таки халатно вообще. Мне не нужно, потому что у меня каждый день концерт, я делаю саундчек, и я уже распелась на несколько часов вперед, прям до начала концерта как такового. Сейчас я уже подумала, что со временем, то есть и наш материал стал настолько тяжелым, ну, трудным для исполнения, что я сейчас немножечко humble, как это, немножечко приземлилась, знаешь, и теперь мне нужно будет искать, ну вот я займусь поиском подходящей мне вот какой-то, да, системы warm-ups, распевок. Я тут ремарочку хочу оставить. На самом деле мы тут уже годами, типа, тут приходим к тому, что пока, если не разогреешься, не сыграешь со своими партиями, то Нюха наконец-то дошла до У меня другие способы. Ну, тоже там 18+. Нет, ну, это алкоголь. Вот и все. Немножечко. На самом деле алкоголь вроде как сушит связки, поэтому... Вот после 17 лет таких жестких туров я вам скажу, что я советую. Нет, я не советую, но пока что не наблюдается никакого вреда. Ну, на да. связки. Надо еще сделать себе тест на печень. на печень. Ой. Хитрости нет. Я вот как могу, так и делаю. Понимаешь, нету хитрости. Я бы рада поделиться какими-то штучками. Но я не знаю, как это работает. Вот я не знаю. И это все работает чисто у меня в голове. То есть я пою своим не сознанием, а, как это сказать, imagination. Воображение. Воображение. Вот. Я воображаю, как это, что мне нужно напрячь, вот, например, какую часть, например, моего тела, ну вот до пояса. Подушка, надо сделать, наверное, тут опору. Если у меня что-то не получается, значит, тут немножечко надо поддавить. Понимаешь, вот. То есть все в голове, все барьеры в голове. Да. Сложно сказать. Ну, наверное, я не знаю. Я пока не замечаю. Да. Честно, ну вот нет такого, что, например, 10 лет назад он был, например, мой чистый вокал был чистейшим, а теперь он стал как у бабушки. Такого не наблюдается. Как это было? Глобальных перемен, прям drastic, скажем. Ну, резких, глобальных, Да, да. резких, таких прям заметных нет. Я хриплю иногда, потому что я хриплю, потому что я все время, ну, представь, я так меняю регистр, не знаю, как это сказать, но с технику на технику перепрыгиваю, что это да. Ну, я думаю, что единственное, это не вредная привычка. Единственное, что могло, и оно однозначно повлияло, это просто количество пения. Это, да, и это не совсем про травму, потому что если мы посмотрим там, ну, я не вокалист, но я знаю, что все вокалисты на протяжении карьеры меняли тембр. Если послушать там Хэтфилда, 17 лет, 34, конечно, еще возраст. Это разные вокалисты. Да. И точно так же там с Брюсом Диккенсоном и с экстремальными вокалистами в том числе. То есть это нормальная штука. А вот то, что однозначно 134 концерта в год или там 700 концертов за всю Ну, я вам историю. скажу, что самое, вот даже больше, чем алкоголь и курение, вредит голосу, это недосыпание и усталость, то есть изматывающая работа. Было только болезни. Я посреди тура я заболевала, ангина у меня была, но я все равно выступала. Ну, я это переводила, конечно, я вот так вот разговаривала. Но я переводила это хоть немножко, давайте, ребят, посмеемся с меня. Да, и еще пару раз опять-таки болела. Но я не надрывала. Было у меня только раз, когда я была студенткой, я кричала на соревновании по волейболу, поддерживала нашу сборную, не сборную, а за факультет, то есть нашу команду. Я так накричала, что мне так понравилось, как у меня голос стал такой классный, да. И я потом
вместо того, чтобы сидеть и не говорить, я следующий день провела просто вот, напевая Guana Apes, кстати. Это не пью, стараюсь не болеть. Вот это единственное, чего я очень сильно боюсь. Сорвать голос не боюсь. Смотри, буду избегать теперь холода, знаешь, распаренным выходить на свежий воздух, это первое. И второе, просто мне нужно его, как люди гантели тягают, мне нужно вот найти распевки. И тогда я буду в шоколаде. Что такое расщепление, я не знаю. Фух. Вот, ты знаешь, сколько было у меня предложений начать преподавать экстремальный вокал. Я говорю, ребята, не потому что я жадничаю, знаешь, что я не хочу раскрывать своих секретов, нет, а потому что я не могу вам объяснить, как это работает. Что такое фрай, я только недавно поняла. И это не оно, это 100 пудов, что я делаю. Что такое guttural, I have no idea, я не знаю. Расщепление, мне кажется, у меня его нет. Я не знаю, что такое расщепление. Вот если ты мне объяснишь. Это вот самая середина, то есть вот. Все. Вот видишь, вот. Не могу, ребят, ничего не могу вам сказать. То есть ученики наши остаются без совета от тебя. Да, по крайней мере, от меня. Слушай, уверена, что многие... Мне кажется, что вот тут какой-то есть немножечко доля overthinking, по-английски говорят, да? Перемудрение. Дело в том, что я, такой вообще олдскульный чувак, и я много слушал олдскульного, экстремального там, металла, хардкора. Тогда никто не задумывался, о том, как это вообще делается. То есть все пришло из гаражного, панка, хардкора. Люди просто кричали. Конечно. Я вот мне думаю, Фил Ансельмо вообще. Вы, наверное, не знаете, кто это. Да, так, а что чуваки, же... Ну, а из нового... Ну, Пантера, не надо. Ну вот. Величайший вокалист, на самом деле. Но я не думаю, что он не парится вообще. И я не хочу. Я даже не хочу париться. Я не хочу в этих всех статьях и YouTube-видео, знаешь, зарыться, и потом что-то я себе могу надумать, и потом решить, что я не умею петь вообще абсолютно. Поэтому я... А не думаешь, что у тебя вот прям талант такой? Нет, не думаю. Я с этим не родилась, хотя, судя по грыже, которую я себе накричала, может быть, никто не знает. Но я над этим усердно работала. Усердно, до сих пор работаю. И я за это, честно сказать, я за это вот так вот держусь всеми руками и ногами, чтобы это не потерять. Ну, то есть я очень лелею, не то что лелею, но дорожу этим умением. Талант не пропьешь, ну как, или не потеряешь его. Но талант это, кстати, это ухо, чистый вокал, владение... Да, но если мы про экстремальный вокал, нет, я его наработала и... Я все равно хочу, если они не слышали о тех группах, о которых мы только что говорили, я не знаю, сколько раз мне повторить это, но настоятельно рекомендуем вам всегда азы. Если вы хотите чему-то научиться, отсылайтесь к праотцам. Да. Потому что все, если даже современное поколение, молодежь, там, скажем, молодежь, не слушают эти группы, то их кумиры, современные вот эти идолы, которые сейчас, они же на чем-то строили свою там технику. И я думаю, там они найдут секреты и ответы на свои вопросы. Turning molehills into mountains, I feel the pressure building.